Здравствуйте, друзья! Я Дмитрий Евтефеев, отец двух ребят, которых вы видите на этом канале. И сегодня я хотел бы поговорить об очень интересной теме, об образовании. Я сам инженер, у меня 2 образования высших. Гений, миллиардер, плейбой, филантроп. И я очень плотно занимаюсь образованием своих детей. Я вижу его по-другому, нежели свое образование. И хотел бы с вами это дело обсудить. Ритм жизни сейчас бешеный, в частности из-за развития нейросетей, оптимизации разных процессов. А мы опираемся в образовании во многом на государственные школы. И даже неважно, даже частные школы. Но суть в том, что на самом деле школа в основном существует для того, чтобы у ребенка был кругозор. Она не претендует на то, чтобы дать ему какую-то профессию. И в то же время сейчас ребенок вынужден очень рано подготавливаться к тому, чтобы как-то выживать в современном мире. Это именно выживание, это не существование какое-то спокойное, да, которое нам, казалось бы, будет какой-нибудь там, были мечты о безусловном доходе, все такое прочее. Нет, это будет самое жесткое выживание. Почему? Потому что планета перенаселена, сейчас у нас 8 миллиардов человек на планете, и в геометрической прогрессии население растет, ресурсы концентрируются в очень маленькой части людей, а все остальные будут как-то выживать. В идеале школа нам дает кругозор, потому что не все школы дают даже кругозор, потому что знания зачастую в школах очень поверхностные, и поэтому люди не знают историю. Иногда государство влияет на школы и преподает историю совершенно не так. Многие школы не экипированы оборудованием в достаточной мере. То есть, например, какие-нибудь уроки биологии, там вы видели их, современные микроскопы. Далеко не все оснащены этим. А мощные компьютеры вы видели в школах? Наверное, очень не во многих школах есть для того, чтобы дети могли поучиться программировать или помоделировать. Теперь перейдем к университету. Вы думаете, что после школы, попав в университет, ребенок найдет себе профессию в будущем? Университеты тоже очень сильно отстают от современного прогресса. В университетах преподают зачастую ту информацию, которая была актуальна лет 20 назад. То есть, окончив университет, вряд ли ребенок попадет сразу в какую-то фирму и начнет работать, если вы предполагаете, что он там получает профессию. И слава богу, если он хотя бы может пойти и начать стажироваться где-то. Но большинство из закончивших университет не попадают на рабочее место так автоматически и не начинают стажироваться. Соответственно, где же им взять знания? И тут мы приходим к тому, что неплохо бы давать дополнительное какое-то образование детям, да? То есть неплохо бы нанимать ему репетиторов или найти какие-нибудь кружки. Причем актуально это не только старшим детям, а актуально и детям помладше. То есть, например, лет с 6 уже вполне можно какое-то образование ребенку давать. Настоящее образование, более глубокое, которое может ему пригодиться в жизни, реально, которое будет интересным для него. Может быть, нанимать репетиторов или вводить его в какие-то кружки. Но дело в том, что кружки-то они не одинаково полезны. Какой-нибудь кружок программирования в Майнкрафте или в Роблоксе. Какой Роблокс? Какой Майнкрафт? Какой Скрач? Да хватит! Эй, погоди, у нас еще ментальная арифметика есть. Это, по сути, это та же самая завуалированная игра. Совы не то, чем они кажутся. В наше время очень сложно уберечь ребенка от зависимости от игр, потому что везде вокруг люди играют в телефоны, и он это все видит и тоже подсаживается на смартфон, если ему удается его добыть. Даже если родители пытаются ему запретить, он где-то у друзей пытается играть и прочее. Я просто с этим сталкиваюсь, потому что я обучаю детей. Я вижу, что в любое свободное время ребенок пытается добыть телефон и начать в него играть. Буквально он едет на занятия в лифте, и он играет. Понимаете? Мои маленькие родственники, они тоже сидят, заходишь в комнату, сидит 3 мальчика, 8, 10, 12 лет, и все сидят с телефонами и играют. Поэтому давать им кружок, в котором они будут опять же играть, это, мне кажется, тратить их время, которые они могли бы использовать с пользой, учиться чему-то. Итак, а какая же альтернатива тогда этим кружкам? Что же будет востребовано в будущем? На самом деле, конечно, я никакой не пророк, не могу вам сказать, что точно будет востребовано. Я сам гадаю, и вы можете написать свое мнение в комментариях. Мое представление заключается в том, что сейчас мир становится более токсичным для людей. Людям не так комфортно жить в нем, как раньше. Поэтому
очень многие пытаются убежать в виртуальные миры. И бороться с этими переменами нам, наверное, не под силу, потому что люди не муравьи, не могут собраться в какое-то большое сообщество и как-то препятствовать техническому прогрессу, тем более всяким слабостям человечества. Но мы можем заботиться о том, чтобы наши дети не оказались вот в этих цифровых жерновах, то есть чтобы они не стали чисто потребителями контента, чтобы они не тратили свою жизнь только на то, чтобы сидеть в телефоне. Это один момент. А второй момент заключается в том, что профессий остается все меньше. То есть вот представьте себе того же медика, который лечит людей, и который сейчас консультируется также с нейросетью по поводу рецептов, который закачивает результаты анализов в нейросети, получает ответ. И то же самое делают его пациенты. И, соответственно, если это делают пациенты, то завтра он будет не нужен. Они сами будут закачивать свои анализы, и, собственно, мы уже так делаем и получаем результат, и он зачастую бывает точнее, чем это говорит врач. Потому что мы на самом деле заинтересованы в том, чтобы выздороветь, а врач заинтересован, чтобы получать зарплату, он не сильно зависит от своих пациентов. Перейдем, например, к тем же юристам, которые составляют документы. Их преимущество заключалось в том, что они разбирали документы, написанные юридическим языком. Это сложный для понимания обычным человеком язык. Но сейчас вы можете закачать этот документ в нейросети, она выдаст вам вполне читаемый простой текст, который поймет любой. Соответственно, эта профессия тоже пострадает. И многие другие профессии тоже будут сокращены или сведены до минимума, где там человеку останется только поставить подпись. Соответственно, низкая ценность, низкая зарплата. Значит, надо искать какие-то другие пути, надо давать какие-то профессии, надо давать какие-то знания ребенку, пока еще его мозг воспринимает эти знания. А дело-то в том, что мозг наш растет сильно в детстве, но чем мы становимся старше, тем медленнее мы обучаемся. И по своим курсам обучения я понял, что практически все дети обучаются очень быстро. То есть сложно научить взрослого, даже мотивированного взрослого научить не так просто. А вот ребенок, даже который полдня сидит в гаджетах, он учится гораздо быстрее. Просто физиологически у него мозг растет с огромной скоростью. У него очень быстро прибавляются нервные клетки, и поэтому он поглощает информацию, перерабатывает гораздо быстрее, чем взрослый. Гораздо проще научить его в детстве. Мне было бы интересно услышать ваше мнение, как вы видите будущее своих детей, вообще мира, как вы боретесь, как вы планируете конкурировать с нейросетями, чем занимаются ваши дети. Если вам будет интересно пообщаться, то подписывайтесь на наш телеграм-канал. Можете заходить на наш сайт, пишите комментарии на YouTube. Буду рад обсудить с вами и пообщаться.